Всем привет! Сегодня поговорим о том, где брать клиентов мастеру маникюра и вообще как продавать свои услуги. Так что, если вам эта тема актуальна, присоединяйтесь. Ну а с вами я, Миронова Виктория. Ну, как вы уже, наверное, поняли, героями сегодняшнего видео будут именно мои руки, ногти буду делать себе, так что я думаю, что вас сегодня ждет очень много интересного. Не забудьте поставить жирный лайк за мои старания, а также, конечно, если вы вдруг еще не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь, потому что вы здесь найдете очень много интересной и полезной информации. Но из-за того, что ногти сейчас короткие и срезанные прям под корень, вы, наверное, уже поняли, что я буду делать сегодня себе моделирование. Но прежде чем приступить к наращиванию, я изначально должна разобраться со своей кутикулой. Изначально я, конечно, пушером отодвинула огрубевшую кожу, затем острой частью пушера топориком вычищаю птеригий с пазух, затем увлажняю кожу и ножничками срезаю огрубевшую кожу. Ну а пока я буду срезать себе кутикулу и подготавливать ногти к моделированию, я бы хотела начать с вами обсуждать очень важную тему, как найти клиентов мастеру маникюра и как научиться выделяться среди остальных мастеров. Решила раскрыть этот вопрос, потому что мне каждый день в директ поступает огромное количество писем с такими запросами. Сейчас, как вы знаете, очень большое количество мастеров, конкуренция огромная, поэтому это действительно очень важный вопрос. Спросите, почему мне задают такой вопрос? Потому что многие знают мою историю, знают, что за свою десятилетнюю практику я переезжала 3 раза и каждый раз начинала поиск клиентов, можно сказать, с нуля. Работала как и в маленьком поселке, прям очень маленьком, так и работаю сейчас в большом городе. Также я имею опыт работы как в салоне, так и в собственном кабинете, так и в собственной студии, и также сейчас работаю в закрытом типе в квартире. Поэтому я перепробовала уже все варианты работы мастера маникюра в разных местах, в разных локациях, поэтому кому как не мне можно уже рассказывать и делиться своими такими маленькими секретами и наработками, потому что я не понаслышке знаю, как работать и в маленьком поселке, и в большом городе, ну и в разных местах. Поэтому, если у вас тоже есть вопросы по этому поводу, пишите, конечно, в комментариях, пишите мне в директ, и будем это все обсуждать. Ну и, конечно, если это видео наберет 5000 лайков, тогда я точно буду знать, что вам это интересно, и буду продолжать рассказывать эту информацию у себя в роликах. Я уже подготовила ногти к моделированию, сняла глянец, нанесла дегидратор, бескислотный праймер, а также нанесла базу. База высохла, так что моя задача сейчас подготовить формы к моделированию. Кстати, я сегодня буду делать очень длинные ногти, а зачем вообще это мне нужно, я расскажу вам немножечко попозже. Итак, пока я режу формы, вернусь к тому же, как лучше искать сейчас клиентов. Наверное, ни для кого уже не будет секретом, что сейчас рулит Инстаграм, Фейсбук, вообще социальные сети, и поэтому их нужно развивать. Знаю, сейчас многие мне скажут: фу, не хочу это делать, почему, я же просто мастер маникюра, и мне хочется просто делать ногти, я вообще не хочу заниматься социальными сетями, но я вас немножечко сейчас расстрою, сейчас такие тенденции, и нужно заниматься хотя бы Инстаграмом, потому что наши клиенты сейчас первое, что они делают, они заходят в Инстаграм и ищут себе мастера. Да, конечно, зависит от категории клиентов. Если это девушки постарше, они больше там слушают такое сарафанное радио, если можно так сказать, но все равно они хотят увидеть работу мастера. А чтобы они увидели работу мастера, лучшее средство это сейчас, конечно же, Инстаграм. Поэтому, если вы не развиваете свои социальные сети, то, к сожалению, клиентов вам будет найти очень сложно. Ну, допустим, как ваши клиенты вообще должны узнать о том, что вы есть, что вы работаете в их городе, в их соседнем доме, чтобы люди узнали о вас, вы должны заявить о себе. И лучшее средство сейчас в современном мире это же, конечно, тот же Инстаграм, Фейсбук, либо другая какая-то социальная сеть. Я все-таки говорю, что лучше всего сейчас, наверное,
все-таки вести Инстаграм, он проще всего и в нем проще всего разобраться. Что я имею в виду под фразой, что вы должны развивать свой Инстаграм? Это не значит, что у вас там должно быть миллион подписчиков, и вы должны прям постоянно сидеть в этой социальной сети. Самое первое, что нужно сделать, это, конечно, оформить свою страницу. Вы должны вычистить его, вылизать, можно и так сказать. Там должны быть фотографии ваших работ, фотографии должны быть чистые, красивые, светлые. Там должны обязательно быть фотографии ваши, потому что ваш клиент должен понимать, к кому он вообще идет и приятны ли вы ему. Ну, это очень важный аспект. Также должны быть фотографии вашего кабинета, чтобы клиент понимал, куда он вообще придет. В общем, на этой странице вы должны полностью раскрыть себя как хорошего мастера маникюра. Кто-то скажет, что это вообще элементарная информация, и об этом уже абсолютно все знают, но, как показывает моя практика, когда мне пишут мастера маникюра в директ, и я проверяю их страницы в Инстаграм, я понимаю, что страницы, можно так сказать, вообще не продающие. Там нет ни работ, ни описания работы, вообще нет ничего, о чем я только что говорила. Так что, если вам нужны клиенты и нужно их привлекать, то обязательно обратите внимание на свою соцсеть. Сегодня я обращу внимание на то, какие должны быть работы в вашем Инстаграме, чтобы вы смогли продать процедуру. Потому что, ну что мы делаем? Мы продаем процедуру, мы продаем свои услуги. Допустим, вы начинающий мастер, и у вас нет еще портфолио, вы еще не сделали себе большое количество фотографий, потому что у вас нет клиентов, и такой выходит замкнутый круг. Выход, конечно, с этого есть. Вам нужно искать моделей. Можно их искать в Инстаграме в разных группах, в Телеграме тоже есть разные группы «Ищу моделей». Также, конечно, можно взять маму, подружек, ну или вообще нет никаких вариантов, тогда, конечно, тренируйтесь на себе. Я тоже так очень часто делаю, особенно когда, например, ко мне пришла муза, и мне хочется сделать какие-то ногти прямо сейчас в эту минуту, то я никого искать, конечно, не буду. У меня есть либо пластиковая рука, либо, конечно, своя свободная рука, и буду тренироваться и делать все на ней. Поэтому тренируйтесь и, конечно, делайте огромное количество чистых, красивых фотографий, которые вы сможете выставлять в свой Инстаграм. Ну а если вы уже мастер с большим опытом работы и у вас тоже не хватает клиентов, либо же вам надоело делать только одну однотонку, мне тоже, знаете, поступает много вопросов, что вот мои клиенты делают только одну однотонку, и когда я перехожу на профиля этих мастеров, я смотрю, что у них фотографии только с одной однотонкой. Так что будут хотеть делать ваши клиенты, если они у вас больше ничего не видят? Да, если у вас нет клиентов, которые сейчас хотят разные рисунки, стемпинг, моделирование, выкладной френч, то сделайте себе портфолио. Есть два варианта, да, вы опять ищете моделей, так как и новички, и делаете на них все те работы, которые вам бы хотелось делать своим клиентам за деньги, либо же тоже делаете это все на себе, красиво фотографируете и выставляете, потому что ваши социальные сети должны быть наполнены теми фотографиями, теми работами, которые вы хотите продавать. Если вы умеете рисовать, но об этом никто не знает, то об этом вас и никто не будет просить. Если вы умеете классно моделировать длинные ногти, но у вас в Инстаграме фотографии только с короткими ногтями и с идеальным покрытием под кутикулу гель-лаком, то ваши клиенты у вас будут просить, конечно, только покрытие под кутикулу и красный гель-лак. И вы будете страдать из-за того, что никто не хочет ни рисовать, никто не хочет ни длинные ногти, и вам это не будет приносить никакой радости. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваши клиенты рисовали, делали стемпинг, клеили слайдера, в общем, делали все то, что
вам нравится, то вы должны это транслировать и показывать все это в своих социальных сетей, для того, чтобы ваши клиенты это все видели и хотели это делать. И, естественно, они будут за это вам платить деньги. Если вы не согласны с моим мнением и считаете, что я говорю неправду, тогда пишите в комментариях, мы с вами все это обсудим, и мне интересно тоже знать ваше мнение, как думаете вы. Конечно, это не все известные мне способы, как привлечь клиентов, но это первый шаг к тому, чтобы стать успешным мастером. Поэтому, если у вас вдруг Инстаграм не готов продавать ваши работы, продавать ваши услуги, то, пожалуйста, приведите его в порядок, чтобы вы могли начать путь к успешному мастеру. Я надеюсь, что такие маленькие сегодняшние советы будут для вас полезны. Ну а если вы уже опытный мастер с большим багажом клиентов, можно так сказать, то, конечно, делитесь в комментариях, как вы находили своих клиентов, как вы привлекали их к себе. Я думаю, что всем будет очень интересно об этом почитать. Мои длиннющие ногти почти готовы, я уже заканчиваю делать опил. И как вы видите, я сделала только 4 ногтя. Это не потому, что я сейчас буду делать еще пятый, а просто потому, что я захотела сделать эти ногти просто для фотографии, для своего какого-то эстетического удовольствия. Поэтому я сделала только 4 ногтя, потому что только их будет видно на фото. Поэтому вам тоже советую так делать. Если вам нужно сделать классные фото, либо попробовать какую-то новую технику, у вас есть 4 ногтя, которые можно сделать быстро и красиво их сфотографировать. Можно их переделывать хоть каждый день, если у вас еще нет такого большого количества клиентов. И делайте много классных работ, делайте много классных фотографий. Особенно вам повезло, если у вас красивые ровные пальцы, они смотрят все в одну сторону, потому что у меня с этим, конечно, беда. Все пальцы смотрят в разные стороны, и сделать красивые ровные ногти очень сложно. Ну а если у вас с этим проблем нет, то это вообще замечательно. Тогда у вас идеальные руки просто для вашего портфолио, и вам даже не придется искать разных моделей. Да, себе иногда делать немножечко сложнее, но когда вы хорошо потренируетесь, будете делать это часто, то для вас это вообще не будет составлять никаких проблем. Кстати, эти ногти я делала себе в несколько этапов в разные дни, потому что не хватало времени, поэтому на одном из моих видео вы видели, как я работаю с этими ногтями. Кстати, было не очень сложно, к ним просто нужно было привыкнуть. Единственное, нужно было привыкнуть спать с ними первую ночь, чтобы случайно себе не ткнуть в глаз. А так все нормально и все хорошо. Если 4 ногтя, не 5, с ними даже очень удобно. Ну и, наконец, скажу еще один маленький такой нюанс по Инстаграму. Когда вы полностью привели свою страницу в порядок и считаете, что она прям полностью готова, вы обязательно должны проставлять под каждой фотографией хэштеги, в каком городе вы находитесь, какие процедуры предоставляете. Но и если, конечно, вы желаете сделать свое продвижение быстрее, вам нужно будет заказывать платную таргетированную рекламу. Честно, я никогда ее себе не заказывала на страницу, потому что раньше Инстаграм хорошо работал по хэштегам, но сейчас все-таки нужно, наверное, заказывать именно таргетированную рекламу, чтобы быстрее просто развиваться. Но еще раз настаиваю на своем, что заказывать и вкладываться в рекламу нужно только тогда, когда вы приведете полностью свою страницу в порядок. Если она не готова, никогда не заказывайте рекламу, потому что просто потратите свои деньги зря. Конечно, это не все методы продвижения в Инстаграме, но скажу, что если у вас не оформленная страница, то все методы продвижения просто бессмысленны. Поэтому первый шаг, на который вам нужно обратить внимание, это, конечно, оформьте свою страницу. Вот такой результат у меня получился. Я безумно довольна.
длинные, мне они очень нравятся. Я еще раз потренировалась моделировать именно вот такие длинные ногти, вот такую форму современный миндаль. Мне очень нравится, и, конечно, я получила огромное удовольствие, разрисовывая эти ногти. Я думаю, ни для кого не секрет, что я просто обожаю рисовать, и мои клиенты тоже обожают рисовать. Поэтому фотография с такими ногтями — это отличная фотография для моего инстаграма, для моего портфолио, потому что я показываю как своим клиентам, так и своим ученикам, что я тоже рисую, и мне это безумно нравится. Ну вот и пришло время прощаться с этими ногтями. На самом деле мне это очень жаль делать, потому что они мне очень нравятся. Они такие классные, тонкие, длинные, разрисованные. В общем, со слезами на глазах я прощаюсь с этими ногтями. Надеюсь, что сегодняшнее видео было для вас полезным, что вы подчеркнули что-то для себя. Если у вас остались какие-нибудь вопросы, обязательно задавайте их в комментариях, по возможности на все отвечу. Спасибо, что досмотрели мое видео до конца. Всем пока-пока.